Народа, вы знали, что в Аргентине теперь все крепче и крепче надо держаться за свои водительские права? Объясню почему. Потому что раньше, как правило, я всегда рассказывал и пугался их большущими штрафами. Ну, так оно и есть. Там типа за превышение скорости 170 километров в час по городу Буэнос-Айрес. Ну, знаете, есть ночные гонщики всякие по авенидам. Там что-то штраф был несколько миллионов. Ну, наших песо, соответственно. Это как бы несколько тысяч долларов. Так вот, теперь они придумали новое. Сначала они это придумали как бы для новичков, то есть тех, кто еще 2 года не поездил, что будут забирать права. Будут забирать права теперь за некоторые нарушения наподобие алкогольное опьянение, наркотическое опьянение, что еще там, переезд на красный свет, превышение скорости. И что-то было еще. Одним словом, если вспомнить, скажу, что еще. Одним словом, фокус в чем? Что это издавалось в начальном варианте для тех, у кого, без каски езда на мотоцикле без каски. И разговор по телефону. Это издавалось для тех, у кого права новичка до 2 лет стажа. А теперь маленькую поправочку сделали, типа, что это для всех будет касаться, да и все. То есть сначала вам дают один пинок, типа, это для тех, кто там кататься не умеет. А потом такое второе маленькое уточнение, которое особо не рекламируют, говорят, да не, это для всех, блин. Вот. А еще такое, что там не указано за превышение скорости на сколько километров. То есть можно превышать скорость, как я говорю, 170 километров в час ехать по городу. А можно превысить на 3 километра. Вот интересно, да? Как это будет считаться превышением скорости? Ты можешь ехать и все время разговаривать по телефону, а можешь, в принципе, как бы это самое, только взять телефон в руки. Как это будет считаться? Одним словом, всегда вопросов больше, чем ответов. Но берегите теперь свои права, катаючись по Аргентине. Потому что раньше, даже если тебя пьяного поймали, к примеру, я говорю, да, остановили, машину забрали, тебе выписали штраф и отправили домой. Ты протрезвел, приходишь, штраф оплаченный показываешь, и, как говорят, штраф хороший, все как положено. И забираешь свою машину и катаешься дальше. Потом придумывали всякие такие, называлась система de puntos, то есть система очков всяких. То есть за такое-то нарушение снималось столько-то очков, за такое столько-то очков. Ну и когда очков набиралось много, ты там получал уже какие-то, как говорят, наказания. Ну, за малое количество очков, как бы наказание потом через год списывалось. Ну, не списывалось, а очки списывались, снова ты их начинал набирать с нуля. Ну, теперь решили так. Сначала, типа, чтобы не возмущались, скажем, что это для новичков, а потом, а что теперь? А теперь новички чем отличаются от здоровячков? Так что, ребятки, напишите, как вы считаете, правильно это, неправильно это? Будут при каких условиях отбирать права? Сможете ли вы их когда-нибудь получить обратно? Довольно интересно. А у вас дома как с этими делами обстоит? Ну, мы пока идем по городу Буэнос-Айреса. Я иду в китайский район. Там мне надо кое-что купить 1 мая.